Мгм. Всем привет! Добро пожаловать на нашу трансляцию, на нашу регулярную встречу. В сегодняшнем видео мы с тобой поговорим про то, что происходит с учетной ставкой, в частности, про заседание Федеральной резервной системы. Это самый главный центральный банк сейчас в мире, банк в США. Это оно и понятно, доллар. И сегодня они выходят, сегодня по традиции выйдет Пауэлл по итогам заседания и расскажет нам определенные вещи, согласно которым мы узнаем, рынок пойдет вверх в ближайшее время, либо вниз. Условно говоря, он повлияет на главную учетную ставку. Вернее как, мы уже получили стейтмент, который я сейчас тебе покажу, но нам важны больше комментарии. Сегодняшний стейтмент, он такой, как и ожидалось, но самое главное будет не то, что было сегодня, а то, что нам расскажет Пауэлл по будущим прогнозам. Поменяется ли февральский прогноз, будет ли остановка роста ставки, на каком уровне мы, скажем, войдем в нейтральное положение, когда они не повышают, а просто держат фиксированную ставку долгое время. Вот это самый главный вопрос. И в сегодняшней речи Пауэлла люди будут искать определенные подсказки того, что нам ждать. Сам по себе митинг происходит вот на сайте, мы ждем Ютуба, пока он еще не готов, поэтому ждем. Но о чем хочется поговорить? Вот про учетную ставку. Напоминаю, что сегодня мы ожидали 4.25-4.5 и вышел уже стейтмент на сайте Федеральной резервной системы, где они говорят, собственно говоря, как мы ожидали, так мы и поднимаем ставку до 4.25-4.5. То, что мы все и ожидали. То есть ничего такого принципиально неожиданного не произошло. Тем не менее, рынок уже отреагировал довольно большим откатом вниз, таким падением на эту самую учетную ставку. То есть вот этот шанс 17% на уменьшение учетной ставки, он не сыграл свое, и ставка все-таки была поднята на 0,5. Но и не было 0,75, что тоже неплохо. Опять же, посмотрим за комментариями, но пока рынок вот уже переиграл отсутствие самого лучшего сценария. И, собственно говоря, мы его уже увидели. Но сам Пауэлл выйдет через 13 минут. Он проведет пресс-конференцию, по которой я по традиции запишу все основные вещи, расскажу тебе. И по итогам сделаем небольшой такой вывод. Что было важного, что было интересного и что повлияет на наш с тобой кошелек. Поэтому присаживайся поудобнее, наливай чок, погнали, ждем Пауэлла. Ну и по традиции, пока ждем, давайте пообщаемся в нашем чате, что у нас там происходит, потому что ждем. Так, всем привет, всем добра, интересно, что мы сегодня получим. Да, на самом деле тоже очень интересно. С одной стороны, мы можем получить рост какой-то, с другой стороны, много вопросов того, что мы на самом деле получим. Ку. Всем привет, очень надеюсь, положительные новости по подавленной инфляции, а то как-то рынок уже застоялся в низах, да. Но, опять же, это все ожидаемо было, это не было каким-то чудом, и если мы находимся в рецессии, и рецессия будет ухудшаться, если в ближайшее время не произойдет каких-то изменений, то, скорее всего, рынок еще больше пойдет вниз. Куда? Но пока сложно сказать. 4,5, да, мы получили данные. Привет, думаю, будет стабильно 0,5. Да, опять же, сегодня у нас мы не ожидали каких-то исключений. Мы ожидали 0,5, вот мы получили эти самые 0,5. Самое главное будет, что дальше. На каком уровне они остановятся. Может быть такое, что в феврале будет повышение только на 0,25. А может быть, они повысят на 0,5. Вот это самый главный вопрос. Потому что, еще раз говорю, что для нас что важно в этом самом отчете? Для нас важны... Да ё-моё. Вот за что я не люблю инвестинг.ком, это за вот эти уведомления, которые фиг закроешь. Для нас важно не сегодняшнее ожидание, потому что по сегодняшним мы в целом все данные знали, он уже отсюда обновился. Нам самое главное, что будет дальше. В данный момент рынок закладывает 0,25%, то есть 99% вероятностью шанса, 99,7%, мы получим 0,25%. Вот, Fed Monitor. В случае, если они выйдет Пауэлл и скажет, мы все равно продолжим жать на газ, то тогда это будет 0,5. Более того, может быть такое, что в следующем раз уже и не будет повышения, если январьский у нас выйдет хорошая инфляция. То есть будет 3 раза подряд отрицательные данные. Тогда это вообще самый шикарный сценарий. Но пока это из области фантастики. Ну и дальше уже мы видим, как закладывается постепенное уменьшение учетной ставки. Обратите внимание, что в марте рынок ожидает падение с 4,75 до 4,5 и 4,75. То есть рынок ожидает отката уже назад. Почему? Потому что, сложно сказать. Наверное, в экономике все не очень хорошо. И, наверное, США обслуживать долг дорогими долларами, довольно сложно. В общем, пока еще сидим и ждем.
Все ждали 0,5 и все полетело вниз. Ну, да, ждем. Привет, поставил лайк. Если вам нравится то, что мы делаем, то обязательно ставьте лайки, нажимайте подписки, нажимайте колокольчики. Это мотивирует автора, это бесплатно, и об этом никто не узнает. Доброго вечера. Привет со Славутича. Это не там, где делают пиво. Да. Есть такой район в Киеве, кстати. Привет, Диас, подскажи, пожалуйста, где ты смотришь графики? Это секрет, на который нигде невозможно найти ответ. Вот вообще нигде. Это секретный секрет. То есть я нигде об этом не рассказываю. Об этом невозможно нигде узнать. Ни даже сообщением под твоим, ни сообщением над твоим. Это невозможно нигде узнать. Привет, какие мысли по коину на фоне понижения ставок? Я бы ожидал от Coinbase все-таки роста со временем. Почему? Потому что это единственная легальная биржа. Но, опять же, если биток полетит вниз еще до 10, то там нет сценариев, при котором Coinbase остается прибыльным. И мы оставляем этот бизнес, да, и он получает какое-то развитие. При сценарии стандартном Coinbase это неплохой бизнес. При сценарии, когда биткоин откатывается, у Coinbase нет возможности оставаться прибыльным. Нам придется еще больше сокращать людей, увольнять людей. И тогда это уже не тот бизнес, в который мы инвестировали. То есть пока это ставка на рынок криптовалют, но очень далекая. Привет, у тебя крутой контент, спасибо за это. Да, спасибо большое. Чи можна відкрити рахунок в Freedom Finance України, будучи за кордоном? Зараз Freedom Finance України неможливо. Можна відкрити в Freedom Finance Європа, там можливо. В Freedom Finance Україна неможливо. Він зараз під блоком та санкціями. Зараз, навіть будучи в Україні, неможливо це зробити. Так, ну что у нас тут по заседанию? Ждем, ребята, ждем. Осталось пару минут. Пока еще пообсуждаем какие-то детали, что еще хотелось бы рассказать. Посмотрим, что они написали нам в стейтменте. Они ожидают среднего роста, ну, продолжение. Индикаторы показывают хороший рост, средний рост, modest growth, такой средненький. Приход работы, рынок труда все еще сильный. Условно говоря, напоминаю, они хотят unemployment увеличить хотя бы за 4%. То есть сейчас у них 3,6, 3,5 было, сейчас 3,7. Они хотят довести до 4%, чтобы не повышался уровень заработных плат. Инфляция остается большой, увеличивает это давление на дисбаланс предложения и спроса. Опять же, из-за пандемии, стоимости товаров, стоимости энергетики, еды, все то, о чем мы говорили. Война, которая идет против нас, это еще больше сказывается на весь мир. И все это добавляет, ну, такого, скажем, проблем. И они видят... Они стремятся к хорошему рынку труда, и при этом инфляция в 2%. Им нужно задавить в этот самый свой рынок. Ну, посмотрим, как у них получится. Еще, кстати, важный момент, что завтра, после сразу ФРС, несколько центральных банков, это европейский, швейцарский и Банк Англии, будут заседать для повышения своей учетной ставки. Скорее всего, европейский тоже поднимет учетную ставку, Банк Англии, ну, они в обяз поднимут. Швейцарский, тут уже сложно сказать. Им, наоборот, инфляция — это то, чего не добивались очень-очень давно. Поэтому интересно будет посмотреть. Но это все сказывается на показателях. Привет, чем инвестбанк отличается от обычной инвесткомпании? Лицензией и количеством, качеством услуг. Ну, то есть инвесткомпания — это... Она чем-то занимается. Нет просто инвесткомпании. Это либо управляющая, либо фонд, либо управление активами, приватными активами. То есть это конкретное направление инвестирования. Банк это чуть больше, шире и дает возможность людям в том числе и инвестировать. Ну, условно говоря, банк, который зарабатывает на том, что он берет депозиты у нас с тобой, и эти деньги не кредитует, как обычный банк, а инвестирует, скажем, в акции. Вот есть различия, это разница в лицензии, разница в риске, залоговом капитале. Инвестбанк, он в этом смысле чуть более надежен, ну, как больше требований к нему. Подскажи, по поводу твоего курса недвижимости, сколько он сейчас актуален, применим ли относительно того же рынка Польши? Ну, относительно да, относительно нет. Ну, что-то да, что-то нет. То есть, если ты ожидаешь, что я такой говорю, вот эта квартира в Киеве норм, покупайте ее, нет, такого нет. Ну, это довольно странно. Ну, то есть, как он может быть... Там есть, конечно же, разумеется, налоговые исключения, юридические какие-то детали, но в общей сумме паттерны, они же не меняются. Ни в Америке, нигде.
Тесла, чтоб ты сдохла. Да. Там еще беда произошла с BlackRock Trust'ом. Они показывают плюс, результат во время кризиса, но запретили снимать деньги. Ну, это, возможно, защита от паники, потому что сейчас даже очень многие люди хотят массово продать свои активы, побежать куда-то. Пока непонятно, куда они хотят бежать, но от этого не деться. То же самое было у Майкла Бюри в свое время. Ну, это неплохо, но и нехорошо. Но и неплохо. Посмотрим. Привет, нарышьте догнав трансляцию на 1.7, да. Подскажи, пожалуйста, по акциям Intel. 42. Тогда буду брать курс по недвиге. Ну, надеюсь, тебе будет полезно. Круто. Спасибо за поддержку. Сейчас я, ребят, забаню очередных людей, кто новички. Ребят, я напоминаю, что некоторые вопросы я не беру, потому что вы их спамите. Чем больше вы спамите, тем больше я вас баню. Если вы не можете сами сформировать тезис, приходите ко мне с вопросом, что я думаю по компании А. Я думаю 42. Если я знаю про компанию, я думаю, может быть, чуть больше. Но это все равно означает, что ваш тезис должен быть как-то сформулирован. Нельзя приходить и говорить, что ты думаешь по компании А, по компании Б, по компании С. Ну, это не стрим оценки компании. Хотите как бы разбираться, разбирайтесь. Ё-моё, что происходит? Да, эти наушники. Сколько стоят новостройки в Польше? Ну, их очень много, это тоже такой вопрос. Сейчас дорого относительно. В среднем 250-200 тысяч злотых, если мы говорим про кавалерки в окраине. В центре 250-300, есть и за 400, поэтому тут нужно смотреть. В среднем где-то 2-3 тысячи за метр. Я только сегодня дизнався, до чего 42. Что, на твой взгляд, имеет больше потенциал роста, Upstart или Affirm? На мой взгляд, больше Affirm, потому что Upstart это все-таки сервис по больше скорингу аишному, и Affirm может его заимплементить, у них своя модель. И Affirm расширяется очень сильно насчет новых селлеров, а Upstart в этом смысле он больше завязан на экономику, на качество кредитования, на качество заемщиков. Лично мне Affirm больше по душе. 42 это классика, да. Привет из Тбилиси, привет, привет. Окрім Вайс і Binance, які актуальні способи поповнення Freedom? Дякую. Можно через зарубежный счет, можно через банды перевод, можно через азиатских посредников, можно через не Вайс и Binance, а, допустим, не знаю, WhiteBit и Genome, либо там что-то еще из End, ну, такие связки разные. MetaMask заключил соглашение с PayPal на покупки крипты. Прикольно. Я попал на обсуждение конференции Пауэлла, да, мы ждем. Буквально через 2 минутки начнется заседание, а пока мы отвечаем на вопросы основные. Який найцікавіший сектор галузі ти бачиш зараз для інвестування? На мій погляд, це енергетика, тому що нам буде потрібна купа нових тераватт, а зараз йде перерозподіл ринку енергетики, на мій погляд. І тоді я там цікавлюсь. Печаль, зашел в маржу по Тесле по 168. Зашел в маржу по Тесле, сижу в шоке. Ну, блин, да, это такая история. Насколько продолжал ремонт метра квадратного в Киеве после начала? На процентов. О, все, ребят, начинается, погнали. Послушаем, что нам рассказывает Джером. Я заодно буду записывать, вести эти свои пометки, как всегда. Посмотрим, что он нам расскажет сегодня.
Пум. Так, и где он? Джером, выходи, мы тебя ждем. Напоминаю, что мы будем смотреть выступление Джерома, потом небольшую часть вопросов, возможно, не все. Посмотрим, сколько сегодня будет заседания. А вот и Джером. Но потом просто, когда идут вопросы не по сути, а по форме, их мы пропустим. Так, ну погнали. Good afternoon. Before I go into the details of today's meeting, I'd like to underscore for the American people that we understand the hardship that high inflation is causing and that we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% Они goal. понимают инфляцию и хотят ее сбить Over the до course of the year, 2%. we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Просто Even so, we продолжили have more свою work to политику. do. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our Цены — это economy. их мандат, их Without price stability, работа. the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by a half percentage point. We continue to Повышение на 0,5%. anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Ну, то же In самое, что они addition, we're говорили. continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. И при этом они продолжают уменьшать Restoring баланс price свой. stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed significantly from last year's rapid pace. Экономику Although они real им GDP удалось rose at a остановить pace of понемногу. 2.9% last quarter, it is roughly unchanged through the first 3 quarters of this year. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Growth Контролируемый in рост consumer spending has slowed расходов. from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, largely reflecting higher mortgage rates. А, рынок Higher недвиги interest вниз rates пошел. and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.5% this year and next, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Они хотят сделать, ну, условно, рост Despite ВВП the минус slowdown in инфляция growth, the labor market 0,5%. remains extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low. То есть, как бы, Job чтобы не vacancies still рецессия. very high, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 272,000 jobs per month over the last 3 months. Although job смотрели эти vacancies отчеты have по moved рабочим below their местам, поэтому highs тут and the ничего pace нового. of job gains has slowed from earlier in the year, the labor market continues to be out of balance, with demand substantially exceeding the supply of available workers. Спрос The labor превышает force предложение participation rate работников. is little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.6% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in October, total PCE prices rose 6%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 5%. In November, the 12-month change in the CPI was 7.1%, and the change in the core CPI Не was ожидает сбить 6%. инфляцию прям довольно сильно, фактически в 2 раза The отхаил. inflation data received Неплохо. so far for October and November show a welcome reduction это в следующем in the году. monthly pace of price increases. But it will take substantially more evidence to give confidence that inflation is on a sustained downward path. Price Но они pressures видят, что remain инфляция evident across a стабильно broad падает. range of goods and services. Russia's war against Ukraine has boosted prices for energy and food and has contributed to upward pressure on inflation.
The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.6% this year and falls to 3.1% next year, 2.5% in 2024, and 2.1% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted Это to так, the как они upside. хотят сбивать инфляцию. Despite Постепенно elevated понижая inflation, вниз. longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Они Fed's ожидают monetary инфляции, policy что она actions are постепенно guided by замедлится и our не будет mandate to promote въедаться maximum в стоимость, во employment всю and stable корзину. prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Опять же, цель 2%, они At понимают, что все today's плохо. meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a half percentage point, bringing the target range to 4.25% to 4.5%. Ну, And we are 4,2-4,5 теперь continuing the ставка. process of significantly reducing the size of our balance sheet. With today's action, we have raised interest rates by 4.25 percentage points this year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Over the course of the year, financial conditions have tightened significantly in response to our policy actions. Financial conditions fluctuate in the short term in response to many factors. Финансовые условия в But it is стране important упали, that over time как ответ they на их reflect политику. the policy restraint that we're putting in place to return inflation to 2%. We are seeing the effects on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy, such as housing. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be Но они понимают, realized, что нужно especially время, on чтобы inflation. все, что они In сделали, light of the с cumulative запозданием tightening of повлияло на monetary рынок. policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, the committee decided to raise interest rates by 50 basis points today, a step down from the 75 basis point pace seen over the previous 4 meetings. Of Но course, они 50 постепенно basis начали points is still a замедляться, потому что они historically видят large результат. increase, and we still have some ways to go. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 5.1% at the end of next year, a half percentage point higher than projected in September. Ох, The median они projection is увеличили 4.1% at the end прогноз of средний. 2024 and 3.1% at the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Our decisions will depend on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. And we will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. We are taking forceful steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Все, они хотят 2%, Reducing они понимают, inflation что is все likely to плохо. require a sustained period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the И stage for опять он achieving повторяет, maximum это employment как and американцы. stable prices Хочешь, over the long чтобы run. люди поняли тебя, скажи 10 The раз одно и то historical же. record cautions strongly against prematurely loosening policy. Они We не will хотят stay the раньше course времени until опустить the job политику is сильно. done. Пока не собьют To инфляцию и conclude, не we оставят understand that работу. our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Понимает Fed will влияние do на everything we бизнес can to и achieve на our людей. maximum employment and price stability goals. Thank you. I will look forward to your questions. И поехали вопросы. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. You just talked about the importance of market conditions reflecting the policy restraint you put in place.
since the November meeting, the 10-year has declined by 60 basis points. Mortgage rates have come down. High-yield credit spreads have come in. The economy's accelerated, and the stock market's up 6%. Is this loosening of financial conditions a problem for the Fed in its effort and its fight against inflation? And if so, do you need to do something about that? And how would you Упали do все something about that? Thank ставки, you. замедлилась экономика, но при этом As I ускорилась, mentioned, it is немножко important вырос that рынок. overall financial Насколько на вас conditions это continue влияет? to reflect the policy restraint that we're putting in place to bring inflation down to 2%. We think that financial conditions have tightened significantly in the past year, but our policy actions work through financial conditions, and those in turn affect economic activity, the labor market, and inflation. А мы целимся So в what we 2%. control is Нам our policy moves and the communications that we make. это все, Financial конечно, conditions хорошо, both но нам нужно anticipate 2% and react to our инфляции. actions. I would add that our focus is not on short-term moves, but on persistent moves. Нам все равно, вырос ли рынок And краткосрочный, many либо things, of нет. course, Нам нужно, move чтобы он financial долгосрочно conditions over падал. time. I would say it's our judgment today that we're not at a sufficiently restrictive policy stance yet, which is why we say that we would expect that ongoing hikes would be appropriate. And I would point you to the SEP, again, for our current assessment of what that peak level will be. As you will have seen, 19 people filled out the SEP this time, and 17 of those 19 wrote down a peak rate of 5% or more, in the fives. So that's our best assessment today for what we think the peak rate will be. Они ожидают, что пик ставки будет 5,5 на данный момент времени, но они не уверены. During the course of this year, we've actually increased our estimate of what that peak rate will be. Они And увеличили today, estimate за время. The SEP that were published shows again that overwhelmingly FOMC participants believe that inflation risks are to the upside. So I can't А tell you сегодня участники confidently все еще that we верят won't в риск move up роста our инфляции. estimate of the peak rate again at the next SEP. I don't know what we'll do. It will depend on future data. What we're writing down today is our best estimate of what we think that peak rate will be based on what we know. Obviously, if the inflation data come in worse, that could Но move up. если инфляция and пойдет it could вниз, move down будет if, лучше, если inflation инфляция data пойдет вверх, будет хуже. are softer. Gina Smilik, New York Times. Thanks for taking our questions. The SEP, like you mentioned, suggests that the Fed will be making another 3/4 percentage points worth of rate increases in 2023. I wonder if you would foresee that being in 25 basis point increments, 50 basis point increments, sort of how you see the speed playing out going forward. And then I wonder what you're looking at as you determine when to stop. Yeah. Ага, с какой скоростью будете двигаться и когда остановитесь? So, as I've been saying, as we've gone through the course of this year, as we lifted off and got into the course of the year, and we saw how strong inflation was and how persistent, it was very important to move quickly. In fact, the speed, the pace with which we were moving was the most Они important говорят, thing. в начале года I think нужно было now that повышать we're быстро-быстро. coming to the end of this year, we've raised 425 basis points this year, and we're into restrictive territory. It's now not so important how fast we go. It's far more important to think, what is the ultimate level? And then at a certain point, the question will become, how long do we remain restrictive? That will become the most important question. But I would say the most important question now is no longer the speed. So, and that applies to February as well. So I think we'll make the February decision based on the incoming data and where we see financial conditions, where we see the economy. And that'll be the key thing. But I mean, but for that decision. But ultimately, that question about how high to raise rates is going to be one that we make looking at our progress on inflation, looking at where financial conditions are, and making an assessment of whether policy is restrictive enough. I've told you today we have an assessment that we're not at as restrictive. Зависит от того, как их политика отыграет, по сути, насколько их политика ограничивает our рынок. individual assessments of what we would need to do to get there. At a certain point, though, we'll get to that point, and then the question will be, how long do we stay there? And the strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident that inflation is coming down in a sustained way, and we think that До that will тех be пор, some пока time. инфляция не собьется, они будут идти так быстро, как you can break нужно. inflation down into three sort of buckets. The first is goods inflation, and we see now, as we've been expecting really for a year and a half, that supply conditions would get better, and ultimately supply chains get fixed, and
товары, demand settles down a little инфляция bit, and maybe падает goes back to постепенно services a little bit, and we start to see goods inflation coming из-за down. We're now цепочки starting to see поставок. that in this report and the last one. Then you go to housing services. We know the story there is that housing services Недвига, как второй inflation has been баскет, very, very high and will инфляция continue to go up actually тоже падает, as rents но с as запозданием. rents expire and have to be renewed. They're going to be renewed into a market where rates are higher than they were when the original leases were signed. But we see that the new leases that the rate for new leases is coming down. So once we work our way through that backlog, Напомню, они фиксируют ставки that по inflation аренде will на come год, down и sometime новые next year. ставки The third piece, which ниже. is something like 55% of the index, PCE, core inflation index, is non-housing related core services. And that's really a function of the производственная labor market. инфляция, она Largely, падает the тоже. biggest cost by far in that sector is Ну, labor. вернее, она And we do подросла. see a very, Нет, very strong подросла labor она. market. One where we haven't seen much softening, where job growth is very А, high, ну вот where он говорит, да, wages мы are не very видели high, vacancies are улучшения quite пока. elevated, and really there's an imbalance in the labor market between supply and demand. So that part of it, which is the biggest part, is likely Из-за to take рабочих a мест в substantial основном, period to нехватки. get down. The goods inflation has turned pretty quickly now, after not turning at all for a year and a half. Now it seems to be turning, but Причем there's an товары довольно expectation быстро really изменились. that the services inflation will not move down so quickly, so that we'll have to stay at it, so that we may have to raise rates higher to get to where we want to go. And that's really why we are И, writing возможно, down они those high повысят rates еще and why ставку we're из-за того, что expecting that they'll PCI have не to remain сбита. high for a time. Howard Schneider with Reuters. Thanks for taking the question. You described GDP growth in the SEPs as moderate or modest, I believe. Yet it's really approaching stall speed. Half a percentage point is not much. You described labor market unemployment rate as representing some softening, but it's nearly a full percentage point rise, and that's well in excess of what has historically been associated with recession. Why wouldn't this be considered a recessionary projection by the Fed? Мы в рецессии, либо нет? I'll tell you what the projection is. I don't think it would qualify as a recession, no, because you've got positive growth. The expectations in the Не SEP are квалифицируется basically, как реакция, as you потому said, что which рост is we've got growth at a modest level, which is to say about a half a percentage point. That's positive growth. It's slow growth. It's well below trend. It's это not going to feel медленный like a рост, boom. It's going to меньше feel тренда, like very slow growth. но все еще right? позитивный. In that condition, labor market conditions are softening a bit. Unemployment does go up a bit. I would say that many analysts believe that the natural rate of unemployment is actually elevated at this moment. So it's not clear that those forecasts of inflation are really much above the natural rate of unemployment. We can never По сути, identify многие верят its в раздутый location рынок with great труда. precision. But that 4.7% is still a strong labor market. If you look, you've got the reports we get from the field are that companies Как я are говорил, им very нужно сбить reluctant to lay people unemployment до off, other than the tech 4% и companies, выше. which is a story unto itself. Generally, companies want to hold on to the workers they have because it's been very, very hard to hire. Сейчас So очень you've got сложно all these нанять людей. vacancies out there far in excess of the number of employed people. That doesn't sound like a labor market where a lot of people will need to be put out of work. So that there are channels through which the labor market can come back into balance with relatively modest increases in unemployment, we believe. None of that is guaranteed, but that is what their forecast reflects. Да. Thanks, Nick Timoros of the Wall Street Journal. Chair Powell, I want to follow up on Gina's question. The decision to step down the pace of rate rises appears to have been socialized at your last meeting, largely before the past two CPI reports showed inflation decelerating in line with the committee's forecast this year. Последние два отчета падает You just now CPI. talked about making decisions meeting by meeting and being mindful of the lags of policy. Does that mean, all things equal, you would feel политика more comfortable запаздывает. probing where the terminal rate is by moving in 25 basis point increments, including beginning at your next meeting? Где I haven't made a итоговая judgment ставка? on what size rate hike to make at the last meeting. But what you said is broadly right, which is having moved so quickly and having now so much По restraint that's still in the 0,25% вы дальше pipeline, будете we поднимать. think that the appropriate thing to do now is to move to a slower pace. And Он говорит, дальше будем идти медленно, чтобы не передавить по 0,25, по сути.
and get to that level, we think, and better balance the risks that we face. So that's the idea. It makes a lot of sense, it seems to me, particularly if you consider how far we've come. But again, I can't tell you today what the actual size of that will be. It will depend on a variety of factors, including the incoming data in particular, the state of the economy, the state of financial conditions. With the CPI report, if it had come out last week, do you think it would have changed some of those forecasts in today's S&P? Чего? No, absolutely not. No, as a just a matter of practice, the SEP reflects any data that comes out during the meeting, and participants know that that they can make changes to their SEP during the meeting, well in advance of the press conference, so that we're not running around. But that's not the case. It's never the case that the SEPs don't reflect an important piece of data that came in on the first day of the meeting. Ага, они брали в учет данные вчерашние. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I'm wondering if we could talk about the projection for the unemployment rate. Why has the Fed raised its unemployment projection? Is it because the models suggest that a higher Почему terminal они rate would подняли automatically cause a свой higher цель unemployment rate? в unemployment, Or are то you есть seeing больше signs that the labor 4%? market isn't quite as strong as we think it is now? Thanks. No, it's not about the strength of the labor market. The labor market is clearly very strong. It is more just that, by now, we've continually expected to make faster progress on inflation than we have ultimately, and that's why the peak rate for this year goes up between this meeting and the September meeting. You see the fact that we've made less progress than expected on inflation. So that's why that goes up. Мы смотрим на And that's why статистику, и unemployment поэтому goes у up, нас because пик we're having to tighten ставки policy вырос. more. And so И они it хотят didn't go up by чуть much больше in задавить, the чтобы meeting, I don't быстрее think, but двинуть that's the рынок. idea, is slower progress on inflation, tighter policy, probably higher rates, probably held for longer. Если медленнее just будет to двигаться по get to инфляции, where они the будут kind сильнее of, поднимать ставки. Если она быстрее restriction будет сбивать, that you медленнее. need Ну, to get опять же, inflation реитерация down того, to что он уже 2%. говорил. Do you have a sense of, in order to get to that number, how much of that could be caused by layoffs versus vacancies trimming or changes to the labor force population rate? So it's very hard to say. You can look at history, right? And history would say that in a situation like this, the declines in unemployment would be more meaningful, I think, than what you see written down there. But why do we think that is the case? So I'll give you a few reasons. First, just is that there's this huge overhang of vacancies, meaning that vacancies can come down a fair amount, and we're hearing from many companies that they don't want to lay people off, so that they'll keep people because it's been so hard. I mean, I think Сейчас it feels проблема like we have рынка a в том, что они structural даже не labor увольняют людей, shortage потому out что there, сейчас where очень сложно there are, нанять. 4 million fewer Нет people, a новых. little more than 4 million, who are in the workforce available to work than there's demand for workforce. So the fact that there's a strong labor market, means that companies will hold on to workers, and it means that it may take longer, but it also means that the costs in unemployment may be less. Again, that we're going to find out empirically, but I think that's a reasonably possible outcome, and you do hear many labor economists believe that it is. So we'll see, though. Ничего не сказал, говорит, посмотрим. По сути. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. How should we interpret the higher core inflation forecast for 2023 in the SEP? Does that not then suggest that the policy rate currently forecasted for next year should actually be higher than the 5.1 medium estimate penciled in? О, какая ставка в следующем I году? think that's why one of the reasons it went up was that core came in stronger this year. Yeah, what you see is our best estimate as of today, really, for how high we need to raise rates, to how much we need to tighten policy to create enough, restrictive policy to slow economic activity. Он говорит, and наша лучшая soften the labor догадка, market and bring inflation мы down through those хотим channels. сейчас. That's all you. Это то, что мы that is сейчас the показали. estimate, 5,5. best estimate we make today, and as I mentioned, we'll make another estimate for the Это next те SEP. And эстимейты. of course, Но between на meetings, следующем we do the заседании в same thing, феврале we'll они publish it. заново сделают эстимейт. Посмотрим, как выйдет статистика. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to make sure I understand specifically what's going on in the SEP, because you all expect rates to go higher, but you're also more pessimistic about
what inflation is going to look like next year. And I was just wondering, given that we have seen some cooling in inflation, Вы хотите поднять ставку и ожидаете ухудшения инфляции. because of wage growth, that you expect wage growth Основное to be влияние sort это wage of a growth. headwind? And we're going into next year with higher inflation than Рост we had зарплат. thought, right? So we're actually moving down to the level that we're moving down to next year is still a very large drop in inflation from where inflation is running now, well more than a 1% change in inflation. But remember that the jump-off point at the beginning of the year is higher. So we're moving down still by a very large chunk. I don't think the policy's having any less effect. It's just starting from a higher level at the end of 2022. So we're getting down. I believe the median is 3.5%. That's a pretty significant drop in inflation. And where's it coming Если они from? будут таргетироваться в 3,5, они дойдут туда только в конце следующего года. Это будет хорошим результатом. We should begin to see lower inflation from the housing services sector. And then, the big question is how much will you Есть see from запоздание the недвига, largest, the 55% поэтому это, of the скорее всего, index, сказывается, which но is это the запоздание non-housing на рейд. services sector. And, that's В where общем, you по need to секторам им see, нужно, чтобы we все believe you отработало need to как see, надо, и они увидят a это better только balancing of supply and demand in the labor market so that you по have восстановлению It's условной not мировой that we don't торговли, want мирового рынка, вот wage этого increases. баланса We want предложения. strong wage increases. We just want them to be at a level that's consistent with 2% inflation. Right now, if you factor in productivity estimates, standard productivity estimates, wages are running, well above what would be consistent with 2% inflation. Они говорят, а сейчас зарплаты растут более сильно, чем чем их цель 2%. Chair Powell, Neil Irwin with Axios. Some of your colleagues have been pretty explicit that they can't imagine rate cuts happening in 2023. That's certainly not implied by the SEP. But futures markets have priced in some easing in the back half of next year. What's your view of the likelihood of any kind of rate cuts next year? What Будете ли вы circumstances might make понижать that ставку в plausible? следующем году? Our focus right now is really on moving our policy stance to one that is restrictive enough to assure a return of inflation to our 2% goal over time. It's not on rate cuts. And we think that we'll have to maintain a Фактически, restrictive если stance on инфляция policy for будет some time. расти, то будут повышать. Historical experience cautions strongly against prematurely loosening policy. I guess I would say it this way. I wouldn't see us considering rate cuts until the committee is confident. Ой, как это будет плохо. Он говорит, мы не рассматриваем понижение ставки, пока не увидим стабильное падение. The test I would articulate, and you're correct. There are not rate cuts in the SEP for 2023. Не рассматриваем снижение, пока не увидим результаты. Это очень Steve плохой знак. Matthews with Bloomberg. Let me ask you about China. In the last few weeks, China has abandoned its COVID policy and been reopening pretty strongly. I'm wondering Китай if you see открывается that после as политики. disinflationary because Это you're seeing дезинфляционно, supply то есть это chains снизит improve, стоимость or продукции в inflationary США. because it obviously brings a lot more demand globally, improves the global outlook for growth and for commodities prices. And so you're right. Those two things will offset each other. Weaker output in стоимость China ресурса will push вырастет, down on упадет. commodity prices, but it could interfere with supply chains ultimately, and that could push inflation up in the West. It's very hard to say, how much how рост those two will материалов offset each поднимет other, and it инфляцию. doesn't seem likely Это правда. actually that the overall net effect would be material on us. But to your point, China faces a very challenging situation in reopening. We've seen waves of COVID all around the world can interfere with economic activity. China, a very critical manufacturing place for Китаю сложно manufacturing сейчас and exporting. восстанавливаться Their после supply chain is открытия very ковида, это important. правда. And China faces a reopening. They've backed away from their COVID restriction policies. There could be very significant increases in COVID, and we'll just have to see. It's a risky И говорит, situation. Китаю нужно But again, пройти it doesn't фазу вот этого it большого doesn't seem like заболевания. it's likely to have material overall effects on us. Но пока они не ожидают прям сильного Chris влияния Rugaber, материального на Associated них. Press. Thank you for taking my question. I wondered if you could comment a bit more about yesterday's inflation report. I mean, it showed inflation cooling in all three of the categories that you laid out at Brookings. Are you confident that you're seeing real progress on getting inflation under control? Are you still worried it could Вчерашний slip into отчет some показал kind успокоение of по всем пунктам. unentrenched, upward spiral? Как вы думаете, насколько для вас это важно? Right. So the data that we've received so far for October and November, we don't have some of the
we have some remaining data to get in November, but they clearly do show a welcome reduction in the monthly pace of price increases. As I mentioned in my opening statement, it will take substantially more evidence to give confidence that inflation is on a sustained downward path. Нам нужно больше So the way we данных. think about this is this. Фактически, This если report is very much январь, in февраль, line по with what сути, we've been expecting and hoping for. And what it does is it provides greater confidence in our forecast of declining inflation. As I mentioned, we've been forecasting significant declines in overall inflation and core inflation in the coming year, and this is the Они kind of ожидают reading that it сильное will падение take инфляции в to следующем году. support that. So really, this gives us greater confidence И in our этот отчет forecast подтверждает rather их than данные. at this point changing our forecast. In terms of the pieces, we have been expecting goods inflation to come down as supply chain pressures eased. That's happening now. Housing services, as I mentioned, there is good news in the pipeline as long as new housing leases show declining inflation. That will show up in the measure around the middle of next year, so that should help. And the big piece, again, is core services ex housing, which is very important, and we have a ways to go there. You do see some beginning signs there, but ultimately that's that more than half, as I mentioned, of PCE core index, and it's very fundamentally about the labor market. Короче говоря, and они не wages. ожидают If you улучшения look до at конца wages, look года, at the average hourly ну, так earnings number we постепенного, got условно говоря. Они, with скорее всего, the, не изменят the политику в last, ближайших заседаниях. Payrolls report. You don't really see much progress in terms of Для нас с тобой это average очень hourly плохо. earnings coming down. Ну, Now, there краткосрочно may be имеется в виду. composition effects and other effects in that, so we don't put too much weight on any one report. These things can be volatile month to month, but we'll be looking for wages moving, down to more normal levels where workers are doing well and ultimately Основная их their головная gains боль are not being это eaten up by зарплаты. inflation. There's excuse me, Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. There's a little bit of a disconnect between the optimistic view you just expressed about the economy and the changes that you've made in the SEP. And I'm wondering if you're reacting to the fact that the markets have loosened financial conditions, or if you feel the Fed may be a little bit behind on inflation, whether Да, господи, это уже the прошло. recent Он disinflation we're говорит, seeing is Фед отстает transitory от or кривой not, инфляции, and how this affects либо уже the idea догнал. of a soft landing Да if you're догнал уже projecting все. just 0.5% growth Теперь Фед for уже this year. передавливает. So, if I think I got your question. So, one thing is to say is I think our policies in getting into a pretty good place now. We're restrictive, and I think we're getting Политика close to that сейчас level норм. of sufficient. We think sufficiently restrictive. We laid out today what Она our best достаточно estimates are жесткая. to get there. I mean, it boils down to how long do we think this process is going to take. And of course, we welcome these better inflation reports for the last 2 months. They're very welcome, but I think we're realistic about the broader project. So that's all. That's the point I Они would смотрят make. на It's, данные. Опять говорит, we see я не виноват, goods это все prices coming данные, down. и наша We политика understand what will прям happen должна with, housing быть services, but ответом the на big данные. story will really be the rest of it, and there's Но в not much целом они progress говорят, there, and that's мы going to take some time. норм, I think работаем. my view and my colleagues' view is that this will take some time. We'll have to hold policy at a Им нужно restrictive level for a поддержать, им sustained нужно period, подождать. so that two good monthly reports are very welcome. Of course, they're very welcome, but I think we need to be honest with ourselves that there's inflation. 12-month core inflation is 6% CPI. That's 3 times our 2% target. Now, it's good to see progress, but let's just understand we have a long ways to go to get back to Прогресс profitability. есть, но еще долго работать над этим. Soft landing is no longer achievable? No, I wouldn't say Будет that. ли soft landing? No, I don't say that. I mean, I would say this, to the extent we need to keep rates higher and keep them there for longer and inflation, moves up higher and higher, I think that narrows the runway. But lower inflation readings, if they persist in time, could certainly make it more possible. So I don't think Мягкое anyone knows приземление, он говорит, в целом whether we're gonna возможно, have a и потому recession как or мы not. And идем, if we do, это whether it's going невозможно. to Наоборот, это be мы идем a вот deep по one or этому not. медленному It's повышению, это not позволяет knowable. им And, придерживать политику как certainly, нужно. Lower inflation reports, were they to continue for a period of time, would increase the likelihood of a. So I would put it this way: of
a return to price stability that involves significantly less Но less of an в increase данный in момент unemployment than на would самом be деле видно, что США за expected счет given historical record. мировой экономики постепенно приходят в этот софт-лендинг. Hi, Chairman Powell. Brian Chung, NBC News. You warned Americans of pain earlier this year as the Fed hikes rates, but with the Fed now expected to raise rates higher than you thought when you first said that, just wondering where we are in that pain. How would you describe that to Americans if the projections on unemployment find themselves? That would be 1.6 million Americans out of jobs. So the largest amount of pain, the worst pain would come from a failure to raise rates high enough and from us Откуда allowing больше боли? inflation Ставки to либо become entrenched in the увольнение? economy so that the ultimate cost of getting it out of the economy would be very high in terms of unemployment, meaning very high unemployment for extended periods of time, the kind of thing that had to happen when inflation really got out of control and the Fed didn't respond aggressively enough or soon enough in a prior episode, 50 years ago. So that's really the worst pain would be if we failed to act. What we're doing now is, it's raising interest rates for people, and so people are paying higher rates on mortgages and that kind of thing. There will be some softening in labor market conditions. And I wish there were a completely painless way to restore price stability. There isn't. Для восстановления ценового this is the best we can do. I do think, though, that and markets are pretty confident, it seems to me, that we will get inflation under control, and I believe we will. We're certainly highly committed to do that. Он говорит, что и в целом рынок видит, что у них получается это сделать. Thank you, Mr. Chair. Grady Trimble with Fox Business. You've reiterated today, and the committee has reiterated its commitment to that 2% inflation target. I wonder, is there ever a point where you actually reevaluate that target and maybe increase your inflation target if it is stickier than even you think it is? Будет ли таргет 3%, больше, к примеру? So changing our inflation goal is just something we're not thinking about. It's not something we're not going to think about. Они не обсуждают we have a 2% inflation goal, and we'll use our tools to get inflation back to 2%. I think this isn't the time to be thinking about Они that. будут использовать инструменты для достижения именно 2%, а не будут повышать. But that is not where we are at all. The committee, we're not considering that. We're not going to consider that under any circumstances. We're going to keep our inflation target at 2%, and we're going to use our tools to get inflation back to 2%. Nicole. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. As you monitor wage growth and unemployment data, I wonder if you're paying close attention to a sector or even income level. Like, how do you factor potential exacerbations of inequality into your risk calculations, especially given the K-shaped recovery of 2020? Начались вопросы не по форме, не по сути, а по форме. Как вы относитесь к разному доходовому inequality на маркетах? 18, 19, 20. So what that looked like was wage increases for the people at the lowest end of the income spectrum were the largest. The gaps between racial groups and gender groups were at their smallest in recorded history. Каждый раз им задают один и тот же вопрос, каждый раз он говорит одно и то же. Каждый раз он выходит и говорит, у всех плюс-минус нормально, у нас уменьшается вот этот уровень, все будет хорошо, не переживайте. Каждый раз ему задают один и тот же вопрос, каждый раз он отвечает на него одинаково, меняется только человек и СМИ, который ему это задает. And so that's what all of us want to do. We want to get back to a long expansion where the labor market can remain strong over an extended period of time. That's a really good thing for workers in the economy, and we'd love to get back to that. That's what our goal is. Ну, как бы, он же ФРС, он не может управлять социальными благами. Причем здесь они? Они не могут улучшить цены для одной категории, ухудшив для другой. Но так не работает. Это все для всех. На всю страну влияет политика, на весь мир. So price stability is something that really pays dividends for the benefit of the economy and the people in it over a very, very long period of time. And so when it is lost, for whatever reason, it has to be restored, and as quickly as possible, which is what we're doing. In the short term, are you factoring in these potential exacerbations of inequality? Are you monitoring that? We do, yes, we absolutely do. We look at
It's our regular practice to talk about unemployment rates by different groups, including racial groups and that sort of thing. We do. We keep our eye on that. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. What would you do if the economy slows so much that we enter a recession before we see strong, consistent signs that inflation is slowing? In other words, stagflation. Что если вы передавите до стагфляции? So I don't want to get into too many hypotheticals, but you know, it's hard to deal with hypotheticals. So let me just say that we have to use our tools to support maximum employment and price stability. I've made it clear that right now the labor market is very strong. We're at near a 50-year low. You're at or above maximum employment. In 50-year low in unemployment. Инфляция, стабильный найм. Very high wages, nominal wages are very high. So the labor market is very, very strong. Where we're missing is on the inflation side, and we're missing by a lot on the inflation side. Он говорит, у нас все хорошо, но мы не попали в инфляцию сильно. И нам нужно эту часть сделать. Давайте туда смотреть. The two goals come more into play. But right now, clearly the focus has to be on getting inflation down. Это основной фокус. Не нужно уходить. Давайте не будем возвращаться. Thank you, Chairman Powell. Greg Robb from MarketWatch. You spoke a little bit ago. You said that the U.S. it looks like we have a structural labor shortage in the economy. Could you expand on that? Talk a little bit more about that. And really, are you talking about getting Congress action on increasing like legal immigration? Things like that. Структурная нехватка людей, so what I meant by that, the structural labor shortage, is if you look нужно ли Конгрессу поменять миграционную политику? Конечно, нужно. If you just look at demand for labor, you can look at vacancies plus people who are actually working, and then you can take supply of labor by are you in the labor market, are you looking for a job or have a job, and you're more than 4 million people short. We don't see. Банально не хватает людей. Despite very high wages and an incredibly tight labor market, we don't see participation moving up, which is contrary to what we thought. So the upshot of all that is the labor market is actually, it's 3.5 million people at least smaller than it should have been based on pre-pandemic, just population and reasonable growth and aging of the population. Our labor force should be 3.5 million more than it is, and that there are lots of easy ways to get to bigger numbers than that if you go back a few more years. So why is that? Part of it is just accelerated retirements. People dropped out and aren't coming back at a higher rate than expected. Старение населения сказывается на их экономике. Кстати, на всех экономиках, на нашей тоже. Close to 500,000 who would have been working who died from COVID. And part of it is that migration has been lower. COVID, we don't миграция, все вместе. It's not our job to prescribe things, but но это не наша работа. If you ask businesses, pretty much everybody you talk to says there aren't enough people. We need more people. So I tried to identify that in the speech I gave a month ago. But I stopped short of telling Congress what to do because they gave us a job. Но они сейчас получат большой буст айтишников из России, я думаю. Они уже это получают, высасывают. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You say you expect growth of just 0.5% next year. Given that you've said the process of raising rates and getting inflation back under control will be painful, have you had discussions within the committee and addressed how long and or how deep of a recession you would be willing to accept? Насколько тяжелую рецессию вы готовы выдержать? We make our forecasts and we publish them quarterly. And if you look at those forecasts, those are forecasts for slow growth, for a softening labor market, by which I mean unemployment goes up. У них есть разные кейсы, но как мы делаем, bull, bear, средний кейс. And you see inflation coming down. You see rates going up a lot. You see inflation coming down. Those are those forecasts, and that's really what they show. We're not. We all, of course, we don't talk about this kind of a recession and that kind of a recession. We make those forecasts. The staff runs, and you will see this if you look at the old Teal books, runs alternative simulations of all different kinds
at every meeting, and we look at those too. And those will explore different things. But that's just, upside and downside scenarios. Of course, that's responsible practice that we've carried on for many decades. Будут у них разные But no, we политики, don't, в зависимости от we того, haven't что asked будет. ourselves that question. Мы будем по-разному чутка действовать. Последний вопрос. Hi, Jean Young with Market News. I wanted to ask about the SEP again. If you are reaching peak rates around 5% in the first half of next year and inflation starts to decline materially, that would seem to make the real rate gradually more restrictive. Is that something that's built into the projections and into models? Пиковую Is that ставку something you would want to 5%, see? а инфляция пойдет So we вниз, do know that, of course, that's something that we know and we'd see. But as будете I ли вы mentioned, снижать we ставку? wouldn't, I wouldn't see the committee cutting rates until we're confident that inflation is moving down in a sustained way. That would be my test. По сути, I don't будете ли see вы us ошибаться as как Волкер? having a really clear and precise understanding of what the neutral rate is and what real rates are, so that it would mechanically happen like that. It'll be a test of, for cutting rates, I think in the event, it'll be a question of, do we actually feel confident that inflation is coming down in a sustained way? То есть он говорит, Thank you very much. только если мы будем уверены, мы не постараемся повторить эту самую ошибку. Окей, на этом заканчивается наше заседание ФРС. На этом все закончилось. Сейчас, секунду, я все это закрою. Проверю. И давайте быстренько подобьем итоги. Сейчас я все это разберу. Я тут сделал целый набор всяких ответов вопросов, поэтому надеюсь, мы по ним сейчас пройдемся, да? Да, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да. Ну что ж, давайте подведем итоги. Всем привет, с вами канал Больше Золота, Диас. Вот и закончилось заседание ФРС. На нем вышел Джером Пауэлл, и он нам рассказывал свои детали. Все как всегда. Напоминаю, что в начале этого стрима, да, в начале этого заседания мы ожидали ставку повышения 0,5%, и в целом мы ее получили. В данный момент они подняли до 4,25, 4,5%. Никаких изменений с уменьшением баланса по MBC, Mortgage-Backed Securities, по трежерям все так же не продолжают уничтожать в том количестве, в котором они были. В общем, разгружает свой баланс согласно плана. Что же нам рассказал Джером Пауэлл, какие выводы мы с тобой можем сделать? Ну, во-первых, я себе сделал все пометки, и первое, что он начал рассказывать про экономику. И тут он продолжил, так сказать, реитерировал свой план по поводу инфляции в 2%. Они продолжают придерживаться этого плана, именно исходя из расчета цели в 2%, они и подняли свою ставку на 0,5%. То есть средний рейт 4,25, 4,5%. И при этом они ожидают повышение еще дальше до 5 и с лишним, может быть 5,5. Это максимальный рейт, который сейчас ставится их вот этой комиссии, которая заседает и выбирает эту самую ставку. Причем он заметил, что за год они сделали плюс 4,25%. Напоминаю, что в начале этого года учетная ставка была 0,25. И тут нам с тобой нужно понимать, это не просто увеличение ставки на 4,25%. Это увеличение ставки в больше, чем там 15 раз. Вот настолько ухудшилась финансовая ситуация, когда там заемщики приходят в банк. Это очень большой удар на самом деле за год. То есть для нас поднятие учетной ставки с 10 до 20% ощущается сильно легче, потому что это условно в 2 раза, чем с 0,25 до 4,5. Это большой удар. И на самом деле Джером Пауэлл об этом нам и говорил. Он говорит, что в данный момент они не видят необходимости в усилении, уменьшении баланса, разгружении бумаг. Все идет стабильно, и они продолжают распечатывать и по миллиардам сжигать по десяткам миллиардов сжигать свой баланс каждый месяц. И в целом не видят такого необходимости ускоряться либо замедляться. По поводу экономики, им удалось остановить вот этот бурный рост, замедлить ее до достаточного уровня, такого среднего modest рейта, и взять под контроль расходы, доходы и даже недвижимость рынок. Единственное, что у них еще не под контролем, это стабильность цен, вот эта вот самая инфляция. И во многом на эту основную инфляцию, на рост цен влияет рост заработных плат. При этом он ожидает продолжения роста ВВП. То есть они не считают, что США находится в рецессии. Они ожидают, что экономика вырастет настолько, чтобы перекрыть вот эти вот рецессионные, инфляционные обесценивания экономики, и итоговый результат будет в 0,5%. Это означает, что экономика США, не находится в рецессии. Технически
она уже была, но Бюро экономического развития, которое объявляет рецессию, может этого не делать, потому что у них есть вот этот вот запас в 0,5%, как бы не было парадоксально. Спрос с предложения работников превышает очень сильно, людей банально не хватает, и при этом даже во многих последующих вопросах, о которых мы еще поговорим, там постоянно это была реитерация. Инфляция стабильно падает, и они надеются добить ее, возможно, до 4,6%, до 3%, и они ожидают 3,5%, 4%, в худшем случае 4,5% в конце следующего года. То есть фактически уполовинить ее от хаев этого года. Но в 22-м, к сожалению, для нас с тобой все не очень хорошо. То есть мы ожидали от этого отчета хороших данных, мы их не получили. Джером Пауэлл не облегчил ситуацию, он ее только ухудшил. Ну как ухудшил? Продолжил как есть и говорит, что мы будем продолжать давить на газ вот в этом повышении ставки. Просто мы чуть-чуть отпустим ногу. Мы не будем нажать на тормоза. Все идет как идет. Мы продолжаем давить рынок и уменьшать, забирать оттуда деньги. Ну что ж. Тем не менее, прогноз по ставке на следующий год они подтвердили всей комиссии, это будет 5,5%. Средняя ставка, так называемый terminal rate, после которой, если инфляция пойдет вниз, вот ниже этой ставки она упадет, будет, скажем, 4,5%. И тогда они за инфляцией будут постепенно снижать ставку, чтобы не передавить экономику. Но раньше времени, опять же, они не будут. Самое главное для них, он еще раз повторил, это инфляция. Ну и поехали по вопросам. По поводу рыночных условий. Первый вопрос. Что происходит? Они видят, что рынок падает, что рынок реагирует на инфляцию, как на это реагирует комиссия. На что Джером сказал: ребят, нас долгосрочное падение не особо-то интересует, нас именно интересует инфляция в 2%. Что краткосрочно происходит? Упали ваши акции, упала твоя Тесла, моя Тесла. Джерому вот все равно, он говорит, моя цель 2%, и так, чтобы не было каких-то проблем. Если ему нужно будет, чтобы у нас с тобой на фондовом рынке не осталось денег, но при этом задавить инфляцию, он говорит, не сомневайтесь, я это сделаю. К сожалению. С какой скоростью будете двигаться и когда остановитесь? Это был следующий вопрос. Он говорит, что они будут повышать так быстро, насколько это будет необходимо. При этом инфляцию он разделил на 3 категории. Товары, недвижимость и производительная инфляция, PCI. При этом товары уже снижаются, все это происходит. Рынок недвижимости, мы с тобой сейчас видим, он падает. Но тут есть тонкости с арендными ставками. Они в статистике фиксируются на год, и только уже в следующем году мы увидим снижение этого пункта. Но в этом отчете мы уже видели по некоторым штатам падение. И это хорошее такое уменьшение общей инфляции. Но PCI они не увидели. Напомню, этот отчет вырос в этом квартале, вернее в этом месяце, и, к сожалению, Джером это тоже заметил, и, соответственно, он говорит, пока мы не задавим и PCI, ребятки, будете страдать со своей Теслой. Вопрос был, мы в рецессии или нет? На что Джером говорит, мы как комитет видим, что мы не в рецессии. Вот эта вот разница в 0,5% спасает всех. В общем, официально мы не там. Но я тебе так скажу, принципиально, если бы мы были в рецессии, это бы ни на что не повлияло. В данный момент времени при текущей политике ФРС они бы мало что поменяли. Ну, было бы у нас не 0,5% роста, а 0,5% падения. Ну, в целом, ничего бы не поменялось. Только, может быть, чуть-чуть быстрее подняли ставки, чтобы быстрее пройти и сбить эту самую инфляцию. Следующий вопрос. CPI падает, а политика запаздывает. Когда вы видите, какая будет итоговая ставка? И тут вышли хорошие новости. Мы во время трансляции видели, как рынок постепенно развернулся наверх именно на этой самой новости. Почему? Потому что Джером говорит, мы видим, что инфляция падает, и дальше мы будем замедлять увеличение учетной ставки. И будем, как с тем пинцетом и моноклем, по 0,25% взвешивать, чтобы, не дай бог, не передавить. И как только пройдем этот пункт, мы будем постепенно снижать. Это очень хорошая новость. Это значит, что если мы увидим за январь, за декабрь хорошие данные, а там были распродажи, скорее всего, цены тоже пойдут вниз. И я бы ожидал, по крайней мере, январский отчет за декабрь, неплохим. И вполне, может быть, для нас это будет хорошей точкой, что и 3-й отчет подряд, потом 4-й отчет подряд. И вполне может быть, что они перестанут повышать и не дойдут до 5,5, а остановятся, скажем, на 5. И в феврале будет повышение только на 0,25. И этот сценарий уже не нулевой. Вопрос был по поводу unemployment rate, то есть уровня безработных. А он говорит, что по статистике сейчас, если ты пообщаешься с любым бизнесом в США, они не могут никого уволить. Почему? Потому что никого нельзя нанять с рынка. Очень жесткий рынок труда, не хватает людей. И к этому вопросу, опять же, и до этого возвращались, и после этого тоже говорили. Какая учетная ставка будет в 2023 году?
вопрос. Ну, он говорит, что скорее всего 5,5. Там будем смотреть. Возможно 5,25, 5,5. Но, опять же, мы с тобой об этом узнаем в феврале на заседании по итогам отчета за декабрь и за январь. Ну, скорее даже только за декабрь. Потому что следующее заседание будет 1 февраля. Они не успеют увидеть банально эти данные. Рост зарплат в 2023 году. Он говорит, что это очень большое влияние оказывает на инфляцию, и они с ним пока не справились. И именно поэтому они сейчас так активно додавливают всю инфляцию, добивают производителей, добивают компаний, чтобы те не могли ничего сделать. Повышение учетной ставки в 2023 году. Будет, не будет, понижение будет, не будет. Ответ такой. Все зависит от инфляции. Какие данные будут? Будут все плохо, будем повышать. Будет все хорошо, будем понижать. Но в целом все идет по плану. Это не хорошо, не плохо, как есть. В целом вопрос можно было бы просто не задавать, и он бы прошел бы так фоном. По поводу Китая. Насколько Китай повлияет на экономику США? И тут Джером говорит, с одной стороны, увеличение продуктов, увеличение товаров снизит инфляцию. С другой стороны, возможно, будут проблемы с добычей ресурсов, с продажей, из-за того, что там растет рост заболеваемости. Все то, что мы с тобой проходили в 2020 году, Китай из-за своих локдаунов пропустил, и только сейчас он попадает в эту фазу жестких заболеваний. Что там будет, мы с тобой не знаем, и насколько это все повлияет. В целом Пауэлл тоже говорит, ребятки, посмотрим, насколько там все жестко и сколько людей реально заболело. Но тут я вставлю небольшое напоминание, что в данный момент Pfizer и Китай подписали договор, и Pfizer поставляет вакцины в Китай, потому что китайские оказались не очень сильными. Поэтому, возможно, в целом все пройдет не так плохо, как могло бы быть. Был отчет вчерашний CPI, мы с тобой его смотрели, разбирали, и там было падение. Что об этом говорит ФРС? Он говорит, что в целом мы видели этот отчет, он неплохой, мы признаем, но основное влияние это заработные платы. Все те же самые. Нехватка людей, нехватка политики, и, ну, соответственно, они не могут ничего сделать. Вопрос. Фед отстает от инфляционной кривой, то есть инфляция ушла далеко вперед, и Фед не успевает за ней, либо он уже догнал ее. На что Джером отвечает, что сейчас политика нормальная, достаточная, учетная ставка работает, и она сбивает инфляцию. Мы это видим, поэтому не переживайте, все идет хорошо. Будет ли мягкая просадка? Приземлимся ли мы так, либо будет полный коллапс экономики в США? Но он говорит, скорее всего, возможность такая есть, и она выросла. То есть мы, возможно, присоединимся, вот так мягко приземлимся. Если они так с моноклем по 0,25 угадают, то все будет норм. Тут будет очень важный момент, как они будут снижать учетную ставку, когда они начнут, в каком, в 23-м либо в 24-м году. Ну, а это зависит в том числе от окончания войны. Откуда самая большая доля ставки ФРС? Говорит, опять же, повторяет, что самая большая проблема это найм людей, рост зарплат. Опять же, бизнес никого не увольняет, сложно найти людей. И у них тут же спросили, ну там через какое-то время, почему такая большая проблема? На что он ответил в другом вопросе, что сейчас в экономике не хватает 3,5 миллиона человек. Из-за того, что население стареет, кто-то выходит на пенсию, новых людей не хватает политики мигрантов, ФРС на это повлиять не может, но действительно сейчас такая проблема есть. И она касается в том числе и Украины, потому что у нас много трудоспособного населения выехало, много сейчас на линии разграничения, на линии фронта, на войне. И, к сожалению, это тоже вытащено из экономики. Даже по окончанию войны нам нужно увеличивать трудоспособное население, потому что часть постареет, и это тоже кто будет контрибутить в экономику. Проблема во всем мире такая. Следующий был вопрос по поводу разности доходов, но это такой вопрос из разряда каждый раз задают одно и то же. Что если ФРС добьется стагфляции, то есть ухудшение рецессии настолько, что экономика США войдет в зону больших проблем. На что Пауэлл сказал, ребят, давайте не будем теоретизировать, у нас пока нет ответа, но и такой проблемы нет. Как дойдем, там посмотрим. Пока все идет норм. Не будем суетиться и теоретизировать, не будем пугать народ, короче говоря, не будем делать так, чтобы они делали необдуманные действия и либо не выводили валюту, либо наоборот не прибежали с зарубежной валюты. Будем в этом смысле более аккуратны. Насколько тяжелую рецессию готова выдержать экономика США? ФРС говорит, что, Пауэлл говорит, мы рассматриваем разные кейсы, и самый сложный кейс тоже есть у нас в нашей записной книжке, поэтому не переживайте, все будет норм. И по поводу инфляции. Если инфляция пойдет вниз,
а ставка будет в 5,5. Будете ли вы снижать учетную ставку? Или же будете снижать ее быстро, будете снижать ее медленно? Фактически это вопрос, повторите ли вы ошибку Пола Волкера, еще его предшественников. Почему? Потому что они подняли учетную ставку, инфляция упала, они опустили инфляцию, и инфляция скакнула вверх. И тогда пришлось выходить Волкеру и задавливать ставкой еще больше инфляцию, и экономика скатилась в Великую депрессию в свое время. То же самое, будет ли ФРС или не будет. На что Пауэлл сказал: ребят, мы знаем эти проблемы, давайте так, вы здесь не единственные умные, мы тоже в теме, мы тоже знаем обо всех этих ошибках, и мы постараемся их не допустить. Вот такое вот заседание вышло. Суммарно для нас с тобой все не очень хорошо, не очень оптимистично. Скажем, скорее то, что ожидали, то, что и получили. Не случилось чудо спасения, которое могло бы быть сегодня. План не стал лучше, они будут продолжать ужесточать, к сожалению, давление на рынок и давление на наши с тобой акции. То есть нас ждет еще немножко более. Но в феврале все так же наш с тобой план по поводу разворота ФРС, по крайней мере остановки замедления, вот остановки повышения учетной ставки, все еще не нулевой, все еще на столе. Очень многое будет зависеть, опять же, от данных инфляционных. Ну а с тобой был канал Больше Золота Диас. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал. Увидимся с тобой в следующем видосе. Напоследок скажу, когда формируешь золотишко в шахте, помни, что там в таверне стоимость еды может вырасти, в том числе и за людей. Нужно больше людей в городе, и будет больше золота. Пока. Ну а я возвращаюсь на стрим. Давайте, ребята, что у нас там в чате пишут, потому что я, как всегда, да, сделал такой summary. 10% только лайки поставили, пожалуйста. Да-да-да, действительно, пожалуйста. Халявщики пишут. Объясните, если не будут понижать ставку, то почему говорят, что будут следующая ставка 0,25? Они будут повышать на 0,25. Они не сделают с 4, скажем, 4,5 до 0,25. Они сделают из 4,5 0,75. Ну, 4,75 вернее. Это означает, что они будут замедлять скорость повышения учетной ставки. В этом основная задача. На твою думку, чи доцільно буде перевести свої кошти з ФФ на ІБ через те, що ФФ змінив всім тариф на all-inclusive? Бо, як на мене, 0,5% від ордеру – це занадто, а смарт-тариф не менш функціональний. Дякую. Ну, смарт-тариф в мене... Я на смарт-тарифі, він не у всіх перевів, він перевів тільки тих, хто не перейшов сам, тому тут до тебе, як обирай сам, це ж така історія. Как я благодарен боженьке, что он... Спасибо большое. Как думаешь, ETF на облигации будут гарным притулком для инвестиций на 2023 рік? Возможно, сейчас как раз именно по облигациям, тот самый TLT, о котором у нас почему-то все так любят говорить, сейчас уже будет неплохие инвестиции. Я сам не буду в это входить, я предпочитаю покупать конкретные банды, а не ETF на облигации. Потому что в большинстве их, вот этих среднесрочных, у них дата maturity 25 год. Это означает, что, скорее всего, они будут расти под конец 23-го в 24-м. Но сейчас это также означает, что вот они приходят в это самое дно. В долгосрочных бандах основной maturity, там на 20-летних, по-моему, в 35-м году средний уровень. Это означает, что в 32-й год будет вот эта вот экспирация. Ну, поэтому надо смотреть. Странно, что людей не хватает. Я вижу новости, что различные техи и криптопроекты сокращают штат. Они пока что уменьшили... Ну да, есть, но это небольшое количество в рамках людей. Нехватка 3,5 миллиона. И вот даже тот же самый Twitter, который уволил людей, это все равно не так много. Нужно больше увольнений. Що відбувається з Теслою? Ну тут тільки одна відповідь. З Теслою відбувається Ілон Маск. И этим все сказано. Ладно, ребят, на самом деле наш стрим уже подходит к концу. Мы довольно плотно посидели. Вот такая вот учетная ставка. Спасибо всем, кто был. Надеюсь, вам полезны такие встречи. Если полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Ну а кто хочет больше занырнуть в то, как я инвестирую в акции, в недвижимость, то по ссылке под видео, либо в чате бот спамит ссылку на сайт большеgold.com. Там есть ссылки на мой курс. Он относительно дешевый, но я надеюсь, там очень много ценностей, которые тебе будут полезны. Ну а с тобой был канал Больше Золота Диас. Увидимся в следующем видосе. Напоследок скажу. Фармить золотишко в шахте одному прикольно, вдвоем веселее, а все вместе все очень весело. Пока.